Здравствуйте! В предыдущем видео я рассказывала, как связать вот такую шапку-шлем с ушками. Значит, просила одна подписчица рассказать, как сделать именно расчет. Вот я конкретно расчеты сделала. Мы рассчитывали, сколько набрать петель на окружность головы и как перейти к манишке. Но некоторых не устраивает форма ушек. А сегодня я вам расскажу, как связать на основе этой же шапки другие ушки. Ну и некоторые другие нюансы. Итак, по поводу этой шапки. Ну, во-первых, допустим, вы ее уже связали так, но вам ушки не нравятся. Что можно сделать? Даже сделать один стежок здесь, прокол, уже ушки изменится, форма ушей изменится. Можно прошить и немного стянуть. Уже другая форма ушей. Дальше. Мы с вами вязали вот таким образом. Вязали сверху вниз. Здесь оставляли на резинку. Значит, глубина всей шапки у меня была 14 сантиметров. Это всей шапки. И вот здесь я оставляла на резинку 2,5 сантиметра. Это просто напоминание. Вот здесь вверху мы начинали набор на дополнительную нить. Вот здесь. Вот дополнительная нить была. Что мы должны сделать, если вам не нравятся такие ушки? Они в любом случае, если вы вяжете в круговую, вот эти углы останутся. Вот. И они будут именно уголками. Значит, если вы не хотите этих уголков, для девочки что можно сделать? Удалить эту нить вот отсюда, убрать ее, и продолжить вязание вверх. По петлям, вот здесь у нас открытые петли будут, набрать новые петли именно этим же цветом, именно этой же пряжей. Можно попробовать другим цветом. Сейчас объясню почему. Набрали. Только вы обратите внимание, как набирать. Либо в 2 нитки, но смотрите, будет очень толсто, потому что вы по кругу будете вязать. Либо на одну нитку перейти. Вот. Значит, свяжете на какую-то высоту. Но это вам надо уже самим определиться. И дальше заложить бантиком. Вот здесь бант можно сделать. И по центру пустить какую-нибудь тесьму, стянуть под цвет. Вот вы заложите, и у вас получится бант. Ну, он будет пониже, конечно. Вот так, пониже. Стянете. Вот, допустим, тесьмой стянете. И будет у вас прекрасный бантик. Но это на девочку. Вот там будут складки, у вас складки, и получится бант. А для того, чтобы получились ушки, как у кошки, кто-то спрашивал. Смотрите, вот мы вязали сверху с вами вниз трубой. Так, вот здесь резинка. А чтобы были ушки, как у кошки, трубой вязать нельзя. Надо было вязать, как обычную шапку. То есть, вот так.
Вот эти уголки не должны присутствовать. Вот шапка. И только после того, как вы закончите шапку, вы сами определитесь, какой ширины будут у вас ушки. Отметите количество петель, которые вам необходимо на свой взгляд. Вот здесь у вас какое-то количество петель вы отметите. Ну, вот я нарисую здесь. Значит, вот, допустим, 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Из каждой петли за полупетлю вывязываете новую петлю. Вот, вывязали петли новые. Поворачиваетесь. И из этих же петель с другой полупетли тоже вывязываете петли. Вывязали. То есть у вас из одной петли получается 2. Доходите до края, поворачиваетесь, и вот эти 2 петли провязываете вместе. Дальше провязываете по петле, петля в петлю, 2 крайние опять провязываете вместе. Поворачиваетесь, вот эти 2 петли провязываете вместе, эти петли вяжете петля в петлю. Доходите до края и тоже 2 петли вместе. Поворачиваетесь. И вот эту петлю и эту провязываете вместе. Здесь петля в петлю, а эти 2 провязываете вместе. Поворачиваетесь и вяжете точно так же. И у вас получится вот эти 8 петель. Вот они. А эти убавления, вот они пошли сюда. И у вас будет ушко. Значит, решение проблемы вот этих ушек маленьких только в том, как вы вяжете макушку шапки. Вот у вас будут ушки. Значит, вот, чтобы их получить, вам нужно связать вот таким образом верхушку. Расчет тот же самый, что мы с вами делали в предыдущем видео. Единственное, что вам придется радиус высчитывать скругление. Как его высчитывать, я уже показывал неоднократно. И в таблицах он есть, так что тут ничего сложного, надеюсь, не будет. Ну вот, в принципе, я и ответила на все вопросы, которые мне задавали по поводу этой шапки, а конкретно этих ушек. Так что все решаемо, все можно сделать, интерпретировать. Включаем фантазию и вяжем нашим внукам и детям теплые шапки. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.